Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вам покажу, как сшить вот такое вот чудесное вечернее платье на Новый год. Данные о выкройке вы можете посмотреть в описании под видео. Чтобы сшить такое платье, нам понадобится ткань для платья, слегка стричь, скрытая молния, иглы и нити в тон. И также нам нужна еще и выкройка. И сейчас я все детали нашей выкройки перенесу на кальку. И приступаю к раскрою. Все детали сейчас выкроим. Следующий этап: нужно стачать все выточки на передней детали и на задних деталях. Я стачиваю на оверлоке. И, конечно же, нужно все швы отутюжить с паром. Затем нужно швы отвернуть в центр полочки и заутюжить.
Затем срез, который находится на задней детали, там, где будет располагаться сама молния, я укреплю клеевой. Сначала на одной детали спинки, затем на второй аналогично также укрепляю клеевой. Клеевая должна остыть, и уже после, когда она остынет, можно снимать. Вот так вот. Следующий этап: я притачиваю молнию. Между стопером и углом ткани я оставила полсантиметра и закрепляю иголочками. Можно приметать еще вручную и затем уже стачать на машинке. Я меняю лапку на лапку, которая притачивает молнию. Вот так вот. И стачиваю ровной строчкой. И, конечно же, все это отутюжила. Срез молнии и срез припуска я хочу закрыть вот так вот бейкой, чтобы было все красиво и аккуратно. Сначала я приметаю вручную, а затем стачаю на машинке ровной строчкой. Молнию я втачала, все готово. Бейкой обработала срезы. Затем нужно соединить вот этот шов,
на верлаке буду соединять, который находится под молнией на задней детали. После стачивания на верлаке вот это маленькое расстояние под молнией, которое находится, нужно стачать ровной строчкой вот так вот. Следующий этап: нужно стачать плечевые швы. Я стачаю на оверлоке. И после нужно плечевые швы отвернуть на сторону спинки и заутюжить. Затем детали обтачек я обрабатываю клеевой. Затем нужно стачать обтачку горловины по плечевым швам. После стачивания нужно заутюжить швы на сторону спинки. Обтачку горловины нужно с одной стороны обработать на верлаке.
Затем я нахожу середину обтачки полочки и середину самой полочки. Ложу вот так вот лицом к лицу, соединяя иглы между собой. Плечевые срезы тоже нужно соединить с плечевыми срезами и закрепить все иголочками. И затем уже иду на оверлок. Вот эту часть обтачки, которая находится сверху молнии, я притачаю ровной строчкой. Затем я вывернула на лицевую сторону и сейчас делаю отстрочку. Шов нужно вывернуть вот так вот на сторону обтачки. Отступив от края 1-2 мм, я сделаю сейчас отстрочку по обтачке. Затем все швы нужно отутюжить с паром обязательно. Горловина платья готова. Вот так вот у меня получилось. Следующий этап: нужно стачать боковые швы. Сначала с одной стороны, затем с другой. Боковые швы нужно заутюжить на сторону спинки обязательно.
Затем срезы рукавов нужно стачать. Швы нужно сначала приутюжить, а затем заутюжить на сторону спинки. И сейчас нужно смотреть, где у нас есть надрез. Той стороной нужно совместить вот так вот к полочке. Также совмещаем плечевой шов и надрез на рукаве. Затем нужно закрепить вот так вот иголочками и уже после стачать на оверлоке. И швы нужно заутюжить вовнутрь. Затем срезы рукавов и срез подола платья нужно обработать по лицевой стороне на оверлоке. И, конечно же, нужно все это отутюжить с паром.
Затем нужно обработать подол платья. Отступая 4 сантиметра, я провожу линию. Затем нужно отвернуть и закрепить иголочками. Подол платья я шью вручную потайной строчкой. Также нужно обработать и срезы рукавов. Ну вот, платье готово, а я вам желаю всего самого хорошего. На сегодня все. Пока-пока.